Друзья, всем привет! В одном из предыдущих роликов мы с Кирюшей рассказывали вам, как покрасить рис для развивающих занятий. Ссылочку на этот ролик ищите на экране или в описании к видео. Сегодня мы начнем рассказ о том, какие развивающие занятия с использованием разноцветного риса мы проводили. В этом ролике мы расскажем о тех развивающих занятиях, которые мы проводили, когда Кирюше было от 9 месяцев примерно до 2 лет. Но и в более позднем возрасте эти занятия не потеряли своей актуальности, разве что стали более разнообразными. Помните, что возрастные рамки очень условны, потому что все дети развиваются в индивидуальном темпе. В указании возрастной группы я ориентировалась на Кирюшу. Итак, первое, о чем мы сегодня с вами поговорим, это цветные сенсорные коробочки. Это замечательное пособие для стимулирования цветовосприятия ребенка, а также повторения и изучения цветов. Такие игры стимулируют развитие зрения у ребеночка, тактильного восприятия, пространственного мышления и, конечно, мелкой моторики. Но прежде чем я вам подробно расскажу, как мы собирали подобные коробочки, я хочу акцентировать ваше внимание на основном правиле техники безопасности. Все подобные игры должны проходить с участием взрослых. Не под присмотром, а именно с участием, чтобы минимизировать ситуации, когда малыш берет мелкие крупинки риса в рот. Конечно, нет ничего страшного, если ребенок попробует рис на вкус, но лучше этих ситуаций избежать. Теперь поговорим о том, что такое сенсорная коробочка и как ее составить. Итак, для цветной сенсорной коробки нам потребуется емкость, основа и наполнитель. В качестве емкости мы с Кирюшей брали небольшой прозрачный контейнер. Почему именно прозрачный? Чтобы наполнение нашей коробочки было видно не только сверху, но и через бортики. В качестве основы для нашей сенсорной коробки я брала рис, покрашенный в один цвет. Начинать лучше с простых цветов – красный, синий, желтый и зеленый. Для развития мелкой моторики мне больше нравится рис удлиненной формы. А количество риса будет зависеть от объема вашего контейнера. Я заполняла контейнер примерно до середины. Наполнитель для сенсорной коробочки – это те предметы, которые мы будем закапывать в рис, чтобы малыш искал их как настоящий клад. К выбору этих предметов нужно подойти тщательно. Так как у нас цветная сенсорная коробочка, значит основной критерий выбора этих предметов будет цвет. То есть задача собрать предметы того же цвета, что и рис. То есть в данном случае, например, у нас синий рис, соответственные предметы будут синего цвета. Для желтого риса – желтые и так далее. Самое главное, чтобы предметы и рис по цвету не сильно отличались друг от друга, то есть были более-менее похожего оттенка. Сегодня мы с тобой будем учить желтый цвет. Наша желтая коробочка. Смотри, в ней все желтенькое. Кроме цвета, важно обращать внимание еще и на размер предметов. Слишком мелкие могут потеряться среди риса, и малыш их просто не заметит. Да и это небезопасно, если ребенок возьмет их в рот. Слишком крупные сложнее закопать в рис, к тому же их количество будет меньше. Помните, что чем разнообразнее наполнитель для сенсорной коробочки, тем дольше малыш сможет с ней играть, тем ему будет интереснее. Поэтому, выбирая эти предметы, обращайте внимание не только на цвет и размер, но также на форму предметов, на фактуру поверхности, плотность, вес и так далее. В качестве наполнителя можно использовать разные кубики, сделанные из разных материалов и разного веса, а также другие формы из таких же конструкторов. Разнообразные мячики, счетные палочки разного размера,
коктейльные трубочки, цветные веревочки или шнурочки. Причем веревочка должна быть не очень маленькая, чтобы малыш ее не просто брал из риса, как другие предметы, а чтобы он вытягивал ее из риса. Но при этом желательно, чтобы веревочка была не очень большая, чтобы малыш в ней не запутался. Можно взять чашки, тарелки, ложки из набора детской игрушечной посуды, разные совочки, формочки для песочницы, колечки от пирамидок, различные крышечки, крупные разноцветные бусины. Можно использовать детали Лего Дупло. Самое главное брать Лего для маленьких деток, чтобы детали были крупными. Игрушечные овощи и фрукты. Также можно добавить сюда разные прорезыватели, погремушки, лоскуты однотонной ткани, крупные помпоны и так далее, на что хватит вашей фантазии. Главное, чтобы для малыша эти предметы были безопасны. Составляя такую коробочку, мы с вами хотим, чтобы малыш подольше с ней играл. Но сложив в нее большое количество предметов, мы добьемся скорее обратного эффекта. Внимание малыша будет рассеиваться, и он быстро потеряет к ней интерес. Выйти из этой ситуации несложно. Положите в коробочку столько предметов, сколько можно закопать в рис. Сделайте так, чтобы сверху было видно только краешки 2-3 предметов, не больше. А все остальные малышу придется откапывать. Если вы видите, что ребенок нашел уже практически все игрушки, но при этом еще не потерял интерес, просто закопайте их обратно. Я уже говорила в нескольких роликах, посвященных более раннему развитию малыша, поэтому наши постоянные зрители наверняка помнят, что начинать изучение цвета стоит с простых цветов, таких как красный, синий, желтый и зеленый. И только когда ребенок запомнит эти цвета, можно постепенно расширять палитру. Причем сначала выбирайте цвета, которые сильно отличаются друг от друга. Например, черный, белый, оранжевый, фиолетовый и так далее. И только потом переходите к изучению оттенков, таких как голубой, розовый, салатовый. В сегодняшнем ролике в качестве иллюстрации мы с Кирюшей покажем вам наши развивающие занятия с цветными сенсорными коробочками простых цветов. Все эпизоды, которые вы увидите в этом ролике, были сняты, когда Кирюше было примерно 10-11 месяцев. Но подобные коробочки, только с более сложным содержимым, мы использовали в более позднем возрасте. И в 1,5 года, и в 2, и даже позже. Теперь, когда наши сенсорные коробочки полностью готовы, можно переходить непосредственно к занятиям. Для этого сначала освободите место для игры. Примерно до 1,5-2 лет мы с Кирюшей подобные игры проводили сидя на полу. После этого возраста иногда на полу, иногда сидя за столом. Поставьте перед малышом сенсорную коробочку и предложите поискать, что же спрятано в нашей монохромной песочнице. При этом проговаривайте названия тех предметов, что он уже нашел. Крышечка. Красная крышечка. Какой рис красный. Красный рис. Желтенькая тоже, да, у нас игрушечка? Что это такое? Тарелочка. Желтая тарелочка, да? Через некоторое время дайте малышу возможность самому изучить содержимое сенсорной коробочки. Но при этом, постоянно находясь рядом, не забывайте напоминать, что это нельзя есть. Несколько слов о том, что большинство детей наверняка захотят попробовать такой яркий и красивый рис на вкус. И, конечно, Кирюша не стал исключением. Все дети проходят период развития, когда они познают мир через рот. В этой ситуации самое главное ваше спокойствие и многократное повторение, что это есть нельзя. Постепенно малыш запомнит, что содержимое сенсорной коробочки кушать не стоит. При этом обратите внимание, что фразу о том, что это есть нельзя, я подкрепляю отрицательным качанием головы. Таким образом, мы у малыша задействуем сразу 2 вида памяти – зрительной и слуховой. Синий рис. Нет, кушать его не надо.
Некоторые дети, стремясь повторить за родителями, вместе с мамой отрицательно качают головой при фразе, что это есть нельзя. Таким образом, у малыша задействуется еще и мышечная память. Нельзя, правильно, нельзя есть. Если ребенок пока не готов отвлечься от изучения мира через рот, ему неинтересно делать что-то руками, и он все занятие пытается попробовать рис на вкус, значит, подобные упражнения стоит отложить на некоторое время и примерно через месяц-полтора попробовать снова. Видимо, ребенок еще просто пока не готов. Сделайте ему сенсорную коробочку без основы, то есть просто контейнер с разными предметами, и пусть он их изучает. Такие упражнения мы с Кирюшей уже показывали в одном из предыдущих роликов. Ссылочку на него ищите на экране. Эту же ссылочку я оставлю для вас в описании к этому ролику. Чтобы разнообразить эту игру, можно дать малышу еще одну емкость, например, коробку, для того, чтобы ребенок мог складывать туда найденные в своей мини-песочнице сокровища. Предложите малышу положить найденный предмет внутрь коробки. Мы с Кирюшей в следующем эпизоде для этих целей использовали коробку из-под салфеток. Зеленый мячик. Зеленый мячик. Так. Давай мы его в коробочку положим. Овал. Молодец. Совочек. Мячик. Мягкий зеленый мячик. Если ребенок еще маленький, ему может быть сложно положить предмет в маленькое отверстие на коробке, как вы видели только что. В этом случае вместо коробки дайте малышу, например, простую миску или контейнер меньшего размера. Это ощутимо упростит задачу для ребенка. Но не ждите, что ребенок сложит в миску все найденные предметы. Это для него сложно и неинтересно. Скорее всего, он возьмет, например, кубик, положит в миску, тут же его схватит и бросит или закопает обратно. Вот молодец. Формочка в виде звездочки. Смотри, у нее есть глазки и ротик. Давай я тоже сюда. Клади туда. Вот сюда клади. Молодец. Кроме перекладывания разных предметов из песочницы в миску или любую другую емкость, можно обратить внимание ребенка на взаимодействие предметов, которые он находит в песочнице. Например, если взять коктейльную трубочку и, например, колечко от пирамидки, то его можно надеть на трубочку. Например, если взять формочку, то в нее можно насыпать рис, а потом его высыпать. Кубиками можно постучать по полу или друг об друга. Помпон можно помять в руке и так далее. Что там еще?
Еще будет. Да. Ой, палочку нашел. Ты палочку нашел. Смотри. Смотри. Ребенку можно подсказывать и показывать различные варианты изучения сенсорной коробочки. Но если вы видите, что ребенок увлекся каким-либо действием, например, с удовольствием пересыпает рис из стаканчика с помощью пальчика, ни в коем случае не отвлекайте его. Следите, наблюдайте, чтобы он не брал рис в рот, но при этом не мешайте советами. Нельзя вроде. Я кушать не хочу. Оно невкусно. При такой самостоятельной игре малыш может, например, с упоением разбрасывать рис вокруг себя. Это же так интересно – набрать горсть риса, а потом внимательно наблюдать, как он сыпется на пол. А если еще и ножками по нему повозить? Самое главное, будьте готовы к таким играм и реагируйте спокойно. Просто после игры пропылесосьте пол или подметите его. Самая грубая ошибка в такой ситуации – ругать ребенка. Этого ни в коем случае нельзя делать. Ребенок все равно вряд ли поймет причину вашего недовольства, а вот негативную реакцию на свое любопытство может запомнить. Помните об этом. Периодически меняйте те предметы, которые закопаны в рис, чтобы малыш всегда мог найти для себя что-то новое. Сенсорные коробочки периодически можно убирать, прятать от малыша и через некоторое время доставать снова. Если ребенок не видит ее пару-тройку недель, то он будет реагировать на сенсорную коробочку как на новую игрушку, то есть она снова будет вызывать у него интерес. Давай на веревочку тоже сюда. Что это упало? Палочка упала. Клади ее тоже в мисочку. Когда малыш изучил однотонную сенсорную коробочку, задачу можно усложнить. Например, в следующем эпизоде мы с Кирюшей изучали синюю сенсорную коробочку, и в какой-то момент я ему в руки дала желтую ложечку. При этом обязательно акцентируйте внимание ребенка на отличие цвета предмета, который вы ему дали. Ложечка желтая, а все остальное синее. Все синее, а ложка желтая. Кирюш, смотри, все синее, а ложечка желтая. Держи. В
качестве контрастного предмета я старалась выбрать тот, который может взаимодействовать с другими предметами в коробке. Например, с помощью ложки можно пересыпать рис, в нее можно положить помпон, а еще ей можно постучать по кубику и так далее. Если в качестве контрастного предмета взять, например, стаканчик, то в него можно насыпать рис, а потом из него его высыпать. Можно в него положить, например, бусинку. Стаканчик можно поставить на кубик и придумать еще много разных взаимодействий. Еще одно очень интересное занятие – это смешивать разноцветный рис. Для этого мы с Кирюшей взяли большую миску и 4 разноцветных стаканчика. В каждом стаканчике был рис соответствующего цвета. То есть в желтом стаканчике желтый рис, в красном красный, в зеленом зеленый, а в синем стаканчике синий рис. Теперь из стаканчиков рис можно пересыпать в основную миску. Лучше делать это понемногу, по чуть-чуть, чтобы растянуть удовольствие. Таким образом у нас получается разноцветный рис, и уже с ним можно продолжать играть. Например, закапывать в него разные предметы или раскладывать по стаканчикам ложкой. Смотри, есть стаканчики. Желтый, синий, зеленый и красный. И в каждом насыпан рис. Вот, смотри. Желтый, синий насыпь туда. Туда насыпай. Вот так. Смотри. Смотри, есть зеленый. Смотри, красный. Высыпай. Вот там. Держи зеленый рис. У нас получается такой разноцветный рис. Ну-ка давай, насыпай сюда зеленый. На этом мы завершаем наш сегодняшний рассказ о развивающих играх с цветным рисом для детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5-2 лет. Делитесь своим опытом подобных игр в комментариях к этому видео или же в наших группах в социальных сетях. Ссылочки вы найдете в описании. А в самом конце ролика небольшой бонус – кусочек наших развивающих занятий без комментариев. И, конечно, мы с Кирюшей будем очень рады вашим лайкам и репостам, если вам понравилось наше видео. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Так вы не пропустите наши новые ролики и поможете развитию нашего канала. Если вы хотите поддержать наш канал финансово, то в описании к видео вы найдете реквизиты актуальной банковской карточки. Учитывая последние новости, есть вероятность, что YouTube в России заблокируют. Поэтому, чтобы не потерять нас, следите за актуальной информацией о том, на каких ресурсах еще нас можно будет найти в описании нашего канала. Ну а мы на сегодня прощаемся с вами. Будьте здоровы, приятных занятий и до новых встреч. Всем пока! Какой кубик ты нашел? Синий кубик? Все надо нас. Yeah.
мышечка. Шнурочек. Не надо есть. Смотрите. Нет, я тоже не буду. Жаль, идем. Смотри, тоже. Ух ты, гвоздик даже. Помнишь, моя молоточка? Тук-тук-тук забивает. Да. А это кубик. Кубик. Давай посмотрим, что у нас еще спрятано в коробочке. Палочка спрятана. Клади ее тоже в мисочку.